Добрый день, я Валера Заненко, и сегодня мы общаемся с лидером казахского настольного тенниса Кириллом Герасименко. Кирилл Герасименко является игроком полтинника мира. Высшая строчка Кирилла была 33-я. И сейчас Кирилл игрок немецкой Бундеслиги с положительным результатом на сегодняшний день. У тебя побед больше, чем поражений в самой сильной лиге. Ты сейчас играешь Аполлоне, по-моему, да? Не, Маркос Фрейтас. Фрейтасом. Вот, я помню, португальец. Фрейтасом играешь. Также Теннер 0.5 у тебя? Тенерджи, да, 0.5. Вот И ты... Тенерджи 19. Ух ты, это что-то из последнего. Да, Покажи хоть, как выглядит там. да. 19. А Но это направо, налево? Куда ты его? это направо, да. Оно на что похоже? На что похоже? Это топ, то есть сама резина, она взята из Picnix 0.5. Так. То есть Picnix, вообще то одинаково. есть у нее... 0.5? Одинаково. Так. А сам спонж, губка из Тенерджи 0.5. Подожди. Все из Tennessee 0.5? Подожди. А в чем отличие? Нет, Picnix 0.5. Это верх, Вверх. резина, Все. да. Все понятно. Ну, то есть она на 30%, на 40 даже, я бы сказал, 30-35% вращает больше, чем Tennessee 0.5. У нее Так. сцепление идет с мячом, поэтому, то есть это то, что мне не хватало очень сильно в Tennessee 0.5, потому что сейчас вот эти полудлинные мячи, которые влетают, то есть их тяжело обычными Tennessee 0.5 зацепить, и чтобы мяч на стол полетел. Другая, а эта накладка, то есть она как раз вот идет, у нее сцепление получше. Вот, и, соответственно, отскок уже идет такой же, как у Tennessee 0.5. Поэтому из дальней зоны можно очень комфортно играть, спокойно. Ага. Вот, То есть она не такая, она все же это не Китай, да? То есть она больше вращает, но не Китай, не липкая, то есть не Нет, жесткая. нет, И не жесткая, да, соответственно, если брать, ну все-таки да. Теннер 0.5 не такая жесткая губка там, по сравнению с тем, что сейчас бывает. Или что ты можешь сказать, жесткая она? Она очень мягкая. Я Очень мягкая получилась. никакого там тюнинга, никакого там ничего это не ложу. Просто клей, 3 слоя тоненькие, которые самые водянистые и самая лучшая накладка для меня. А почему ты говоришь 3 слоя? Это что делает 3 слоя? Почему не 2, не один? Что делает 3 слоя? Ну, один, я думаю, она вообще не приклеится. Просто поэтому это второй слой, как, ну, поувереннее, что ли, она уже сядет. И И третий для потом того, уже, да? и третий, чтобы она, как заключительный бог любит троицу. Поэтому А, приклеиваю. Ну, оно и, соответственно, чуть-чуть помягче становится. Ну, хотя я не знаю, для нее мягче. Она и так сама по себе очень мягкая. Сама вот я ее когда с коробки открывал, она и так очень-очень мягкая. Поэтому но у меня клей вот этот обычный фричак Butterfly. И то есть он самые тоненькие слои у него получаются. Поэтому я 3 тонких кладу и слой тонкий, замечательно. это имеет значение для тебя вообще какое-то? Да, Почему? да, да. Это Ну, чтобы не превысить планку вот это вот 4 миллиметра? Ты это имеешь в это, виду? это еще и плюс то, что клей делает немножко накладку мягкой, как-никак. Когда тонкий слой делает мягче, да? Получается так, Не, что ли? когда толстый слой, когда много слишком клея. Даже водный клей делает мягче накладку, если ее мазать много раз. Она все равно что-то впитывает, да? Что-то впитывает. Да. Получается, есть эффект бустера, да? Ну, какой-то, если больше кладешь водяного клея, получается, водного Конечно, клея. да. Получается, да. Да, что. Ну, вот клей, допустим, от китайского производства, от ДХС, он очень густой, то есть он плотный такой, и поэтому китайцы только им и клеят свои харикейны, потому что накладка сама очень жесткая. И поэтому они помимо всяких там штук Бустеров, кладут этот клей. Да. помимо бустеров, еще кладут дополнительно 3 слоя, если 3, а то и 4, да, наверное. Почему не налево, вот эта новая 19? Что там? Почему она не налево?
Мне нравится Teenager 05, потому что ей спокойно можно там, обычный как бы, блок такой в виде удара просто сделать из дальней зоны, можно спокойно откидывать вот, и не переживать, что там не долетит немножко где-то. Вот, ну, в основном мне налево Teenager 05 нравится, то, что ей можно ставить хорошо блоки. Вот, я Мгм. пробовал 19-ю Teenager, ну, это хорошо, здорово, но она буквально вот столько не долетает до туда, куда мне надо. То есть она немножко все равно короче летит. А Вот. справа можешь добавить движением, да, ну, мощи, то есть ложиться, добавить. А справа, да. Да. Какие ты еще основания пробовал вот, до Фрейтеса? Я сейчас все перепробовал за последние полгода практически. Все, вот, Мизута ничем не подошла. Мизутани слишком бесконтрольно для меня. Он То есть, слишком быстрый, и контроля для меня очень мало. Я пробовал и супер звезды, и обычно. Вот. Обе мне не подошли. а какое второе место, вот какое близко к Фрейтесу, какое ты бы назвал основание, которое может соперничать? Я, кстати, это вот последнее основание мое, которое я пробовал, это пришел любитель, который просто пришел в магазине, купил себе самое дорогое основание и поставил такие же накладки, как у меня. Ну, на тот момент Energy 05 стояли Так. обе. Это основание называется Revoldi. А Вот. чье оно? Оно Butterfly, ну, оно без карбона, как бы, что там, я особо сильно не вникался в характеристики, но суть в том, что я у этого любителя взял ракетку попробовать, и ну, я не почувствовал огромной разницы, только лишь в том, что ну, то есть у меня ручка прямая, а там они делают только юбочку. Вот, поэтому, то есть разница в этом только я почувствовал. Ну, то есть и она все равно как-то, у нее много контроля, и она быстрая достаточно. Поэтому для меня, как бы, если что вдруг, то для меня вот второе место это вот Revolve. А стоит она дороже Джанджика стоит ZLC, да? Да, то есть она... Ну, она 325 евро или сколько там. Ну, Ага, дорого очень, да, ага. Скажи, пожалуйста, вот ты вот ощущаешь скорость полета мяча в маленьком зале и в большом? По-разному летит мяч? Где-то быстрее, где-то нет? Или так не можешь сказать? Да, да. У нас в Бундеслиге очень много разных залов, то есть бывают там, внутри они сделаны из дерева, некоторые сделаны из бетона, и очень есть большие залы, очень маленькие. И вся эта такая разница огромная, и нужно привыкнуть к этому залу за какие-то там 2 часа, и уже играть на уровне там полуфинала, блин, каждого протура. А площадь зала влияет тебе как? Тебе в каком больше нравится играть? В каком зале? В большом или в маленьком? Не в большом, не в В большом. маленьком. То есть А в не в маленьком маленьком, и не в маленьком, не в большом в среднем. среднем, да? А вот в маленьком зале мяч летит быстрее или медленнее, чем в большом? Как ты можешь оценить его скорость полета мяча? Куда быстрее, чем в большом, потому что, ну, я не знаю, как это объяснить физически, но, соответственно, он летит, конечно, быстрее в маленьком зале, да. Ну, то есть приходится руку выше ставить, сразу поднимать, и, то есть когда мяч, чтобы он быстро улетает, то есть ты его не ждешь, а он уже быстро так возвращается туда. То есть ты руку, отскок выше, да? И руку ставишь выше, чтобы Да, сыграть по отскоку именно. да. Ну, ты вообще максималист? Потому что я знаю, насколько я знаю, у тебя был контракт с Доник, и ты потом перешел на Butterfly, потому что тебе Butterfly, она более крутая фирма. Правильно я понимаю? Не то чтобы крутая, просто я всегда с детства играл всегда Баттерфляем, или там Доником когда-то играл, то есть тоже когда в зависимости от бюджета отца на тот момент. Ну вот, и как бы когда доставлялись эти накладки вот, Butterfly, то это то есть, был праздник, это был как день рождения, вот такие накладки доставались. Играли ими там по полгода, чуть ли не по году. Вот. Мгм. Мгм. Ну и всегда как бы очень хорошо игралось, и всегда результаты появлялись. Да. Детская Конечно, ну, мечта то есть была тоже Butterfly, были. да? Контракт с Butterfly это была Да, детская да, мечта да, больше. да, да. И поэтому как бы, ну и я чувствовал все равно, я на протяжении, когда с Доником я был, контракт, я на тренировках бывало у людей, которые контракт с Butterfly, я у них брал ракетки, пробовал, там, может, одну тренировку сделал, попробовать посмотреть. И качество тренировки, соответственно, ну, у меня становилось лучше. Но это, скорее всего, на психологическом, может быть, уровне.
Потому что также играют Гаузы и Кальдорану, они играют, то есть там Сион и Корнелеу, и там есть игроки, которые Типхаром хорошо играют, очень сильно, Туцер. То есть и Нормально, да, ты себя они играют чувствуют? Но у них хорошо. спецзаказ все равно же, спецзаказ, бустеры, это же точно же, да? Там просто по весу. По весу, а так это, ну, ничего особенного нет. Я также покупал, бывало, и в магазине, то есть совсем такой, ну, разницы я не видел. Вообще, По весу имеешь в виду брать поменьше вес, чтобы она была помягче, ну, да? кто-то, каждый сам под себя подбирает. Кому-то нужен там потяжелее, кому-то там полегче, кому-то там, и все вот так подбирают под себя. У тебя самого сколько ракеток вообще? Потому что я знаю более там 6 ракеток. У тебя сколько ракеток? Есть у тебя Да. тренировочная ракетка? У меня две, так в основном две, да, а так три. Ну, одна просто для БКМа, там, если что-то там покидать. А так, две ракетки. Одной ты тренируешь, второй турнир играешь? Или ты как вообще пробиваешь? Обеими турниры играю. А, Обеими обеими? турниры. Я люблю самые новые, да, накладки, всегда новые перед матчем, всегда новые накладки клеишь и ты играешь. И потом если там через неделю матч, то оставляешь эти же накладки, ими же тренируешься, ими же играешь. И если чувствуешь, что они уже не так цепляют, не так вращают, не так отскакивают, то берешь вторую ракетку и также и играешь. Почему ты ленточку не пользуешься? Ленточкой почему не пользуешься? Ну, визуально мне это не нравится, она как будто становится слишком большая, эта ракетка, и мне уже мешает, как будто перед глазами какой-то кирпичом машешь. А это, А, бывает задеваешь? Об стол, там крошится? нет, у меня Так почему-то аккуратненько такого ты нет. так это, да? То есть это все Да, подрезочка там на столе, там первый ход, да, все это аккуратно. да. Вес твоей Аполлонии, Фрейтес какой? Ты не выбирал по весу? Не выбираешь по весу, что ли? Ты просто взял, который тебе прислали, что ли? Да, ты наклеил, поставил, пошло, и все, и нормально, да? Ну, наверное, около 90 Если мне грамм. не нравится, ну да, где-то около 80 и 89, 88, что-то типа того. Я не Ну, люблю тяжелый. 78, 80.